Что ж, всем привет, с вами Зива, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами посмотрим досик от Happy Wolf с аниме «Как на войне». У меня немного сел голос, потому что у нас ужасно холодно. Вот, поэтому голос будет немного такой, АСМР. Не ДСМР, пере-АСМР, кто знает. Поехали смотреть. Наука – это организованные знания. Аниме – это организованная жизнь. Валерон де Гастер, французский философ и поэт. Я Валера. такое не говорю. Здорово, Я солнышки! Сегодня на канале аниме, поэтому я предлагаю сразу написать в комментариях список игр, которые можно было бы записать вместо аниме, ну, чтобы всем стало легче. Но пока вы это делаете, Не я стало. продолжу. Яндери симулятор. Господи боже. Вы не смотрите, что это аниме, на самом деле это проклятая игра. Дело даже не в том, что она на Unity, а в том, что разработку не могут завершить с 2014 года. То есть вы вдумайтесь, оно умудрилось застрять в раннем доступе еще до того, как это стало мейнстримом. Если вам вдруг больше 13 лет, и вам этот видос подбросили, то поясню. Яндери симулятор — это такой Manhunt с девочками. Мы шарим. Смысл игры — уберечь некого Эй. кремпая, чье огрубевшее, костеневшее сердце то и дело пытаются захомутать Мегера-соперницы. Игру Лучшее разрабатывает некий описание. америкос из мемов, сори, я постоянно забываю его имя, который, поверьте мне, тот еще кукловод. Об этом я не Он знала. намеренно не делает в игре сюжет, зато оставляет кучу всяких пасхалок, видимо, чтобы побить мировой рекорд по продолжительности создания хоррора на Unity с монстром. Где монстр — наша аниме-баба. Короче, кому завтра в школу, попрошу с видеопотока выйти, потому что, ну, всякое тут может быть. Кому не в школу, чё вы тут вообще Ничего ты. забыли? Как бы то ни было, сейчас я вам покажу, как творить грязюку, при этом оставаясь очаровательной леди. Смотрите и записывайте. Леди и джентльмен. Даже если вы волосатый мужик. Данное видео несет исключительно развлекательный характер. Совпадения с реальными людьми не случайны. Не Создано при случайно. поддержке финансирования из канала УАО Валера Гостер. Яндери симулятор, часть 2. Два. Данные люди спонсируют террарию. Террарию. А, так это у нас уже ревизия S. На данный S. момент доступно два режима игры. Один обычный, второй 89-го года, где, соответственно, нет телефона, и поэтому нельзя трусы фоткать, поэтому разработчик не любит этот мод, но мы его обязательно пройдем. Для начала сыграем в обычный, который все знают. Sorry, it's not possible to choose your senpai gender in the demo. Ну да, у нас нет обычного режима, есть только демка. Создаем самого забитого гуля Dead Inside, чтобы его обоссывали еще до того, как он в школу придет. Что-то неправильно. Девочка взрослеет, поздравляю, нахуй нам эта информация. Я нашел его. Есть вопросы. Так мы все-таки за мальчика играем. Ну посмотрите, как он одет, он на девочку похож. Это аниме тут так принято, но тем не менее. Ту рыжую бабу я Правый. тоже помню, я что-то записывал уже. Он будет моим. Моим. Ремастер видоса годичной давности, погнали. Попикол. Что-то на японском, что это значит? Доска. Я не ношу трусы с бантиками, мне подкинули это, честно. Итак, English с Вульфом, Сайсерс, ножницы, бокс-каттер, канцелярский нож, скрюдрайвер, отвертка. Короче, Спасибо. выучить от сих до сих. Приду, проверю. Вот это слово можете не учить, в силу возраста вам еще рано. В общем, у нас сегодня первый день в академии, нужно себя зарекомендовать как леди. Ля, Госдеп США, I fuck your bullshit shit. А почему в японской школе американские доллары, когда должны быть японские тенге? Рыженькая куропаточка уже положила свои Лопаточка. роскошные косы на нашего чмони. Ну что, у нас есть все досье. Вот, кстати говоря, остальные 9 соперниц, которые никогда не будут ты, нам введены надо в игру, посмотреть. слышите, никогда. Ее зовут Никогда. Асана Бен Наджини, ака Лавстрак, то есть влюбленное чудовище, влюблено он, как назло, в нашего урода. Вы посмотрите, как она его словесно обоссывает, хорошо, если словесно. Меня аж зубы скрипят. Если мы пытаемся решить вопрос на месте, как настоящие леди, то в ход пойдет подружка из спортзала, которая Я не моментально позволю тебе навешает причинить мне боль. нашей клуши люлей. Как видите, у героини Мы же в нет ни аниме. силы, ни ума, но это не у нее низкая успеваемость, это просто все остальные не успевают за ней. Это просто Наш все основной скилл — сверхлюди. это мразотность, поэтому для начала нужно вывести из строя подружку, сфоткав ее труханы. Это для сюжета, честно, так бы я в суде оправдывался. Терминатор моментально поломается и поедет на своих двоих строго нахуй, это, собственно, и нужно.
Таким образом, Сасаночку больше некому дефать, поэтому достаем отвертку и производим шалавы ликвидацию. Одежда и оружие сжигается в местной печи. Вы спросите, Печь что в она у тебя в школе? трусах бегает? Все нормально, пусть думает, что спортсменка. Эх, киса, сколько ж ты насмотрелась. Не мы такие. Жизнь такая. Киса У нас прям мега академия маленькая. или детдом, в конце концов, что происходит? Что такое, солнышко? Что случилось? Не углядела за Сасаночкой, да? Ах, как же такое могло произойти? Ну ты в следующий раз внимательнее будь немного. Ну ты что? Она наступила на Сасану и теперь везде оставляет вот эти вот цветочки, видите? Цветочки, Нужна фотография цветочки. этого ублюдка, бабке Зачем? знахарки отправлю, тебя заколдуют, чтоб у тебя хуй отвалился, гоблин. Кстати, свидетели того ужасного происшествия, ну, они будут молчать. Если они откроют рот, знаете, я достану. Полиция прибывает в школу. Она находит труп Асаны Наджими. Орудие убийства сгорело в печке. Несколько студентов Горящая пытаются отвертка. настучать, ну те самые, про которых я рассказывал. Но? С ними будет проведена приватная беседа. Полиция идет курить бамбук, Недостаточно сэмпай плачет, доказательств. а Яна не мог поступить иначе. Занавес. Вот есть компьютер с Дискордом. И общаться тут можно только с Селена 2005 на, что бы вы думали, тему аниме. 2005 это просто рандомное число, и вообще всем персонажам по 150 лет по заверениям разработчика ничего не докажете. Во-во-во. Кухарка, куда лезешь? Опять никаких шансов, понимаете? Странно, я Никаких. так не Эта знала, девочка на что когда я люблю кексики сначала умеет могу печь делать, сделать всё кексики. лучше. Что умеет наш агент 47? Заметать следы? Шла б лучше вон улицу подмела, дело полезное сделала. Ясно, сэмпай, что вы там с этой прошмандовкой пекарем месили? Можете сами себе похлопать, вы посмотрели полный сюжет Яндери симулятора, все, что было это готово всё? за 7 лет, браво. Есть еще какая-то муть с директором, которая обсуждает с каким-то там вижу мужиком серию, вот которые нашу играют в неуправляемую дуру и говорит, что здесь академия, а не интернат Окей. для душевно больных. Но как бы там все деньгами решается, в общем, это мы никогда не узнаем. Не доживем. Правнуки, может, узнают сюжет? Мы нет. Главная ложь этой игры в том, что игрокам обещают, что все будет хорошо, все будет готово. Ничего не будет хорошо. Окей, после прохождения демо становится доступна экстра опция. В ней можно написать дебуг, и таким образом включатся фокусы. Разработчик очень тонко Фокус? чувствует целевую аудиторию. Он, видимо, думает, что играют девочки, а не потные мужики. Поэтому, что хотят девочки? 100 причесочек! Состояние головы после геометрии. Ты хочешь предъявить мне за Майнкрафт, парень? Напрасно. О, Естественно, за драку сразу задерживают квадратное Он первый ебало, а не начал. вот этого хулигана. Конечно, Майнкрафт во всем виноват. Запретим Майнкрафт. У игры есть огромная Википедия, где написано про все пасхальные яйца, про что же еще. В общем, если нажать слэш, то откроется целый список всего, много что тут букв? можно сотворить. Можно накладывать несколько модов друг на друга, можно вообще вакханалию устраивать, благо этот разработчик постарался. Попрыгал. Мод на Медузу Гаргону. Мод на Титанов. Вот клюсь, эта игра реально Майнкрафт напоминает. Вот можно вот всем чем угодно заниматься, только, блядь, не делом, вот не бить этого дракона. Мод на черную дыру. Вот это я, конечно, всасываю. Вот еще чуть-чуть и компьютер взорвется. Но мы ж миллионеры, мы новый купим, да? Давайте поиграем в аниме, как вы пишете. Пожалуйста, как это выключить? Здесь называется режим наказания, и тут даже с первого раза не поймешь, почему он так называется. Теперь откроется специальная дверь. А за ней есть ничем не примечательная коробка. Так. Мы, как кошечка, в эту коробку залезаем, и теперь типа не видно. Это ж вот эти гады локтями дерутся. Ща я вам устрою возмездие во имя Луны. Вы попали на «Кто хочет стать миллионером», ваш ответ флирт. Я отправляю вас домой до конца дня. Вы уволены! уволены! Я тут и не работала! Игра окончена. Вот хоррор-моды реально страшно получаются, дружище, лучше бы их делала. Я даже не могу вспомнить хоррор ужаснее, чем вот это вот все, что сейчас происходит на экране. Ну, собственно, правильно, раз игра на Unity, то она по дефолту хоррор, что вы хотели. Ладно, вот это неплохой мод. Пластилинка. Ой.
Да что ты боишься? Это ж Dark Slayer написано, это не weapon, это часть меня. Ты можешь отказывать обычным девочкам, сопляк, но берсеркеру ты отказать не можешь. Здесь накладывается два мода друг на друга, и, короче, Что реально это? такое ощущение, будто берсеркера смотришь. Вы чувствуете, да? Чувствуете, как все дальше и дальше мы отдаляемся от сюжета. Что? Директор Что? Подожди, тут же был сюжет, точно. Прекрасно осведомлен, что у него в академии учится биологическое оружие, прям как в этой, как она называлась, эльфийская залупа. Этот мод, кстати, тоже тут есть, но я его показывать не буду, не надо, не. А вот жопу покажу. Не. Жожу, в смысле. Теперь О, у соперниц вообще никакого шанса нет, они буквально за секунду разлетаются. Они еще и Никаких больше видеть его не будут. хулиганов, никаких соперниц, никакого буллинга. Теперь эта школа принадлежит нам. Кто тут локтями толкается? Толкни-ка это. Вот это прикольно. Охранник пятерочки. На, задержи. Йоу! А чтоб получить такого Йоу! стенда, дети, нужно хорошо учиться. И кушать Не ведите кашку. себя плохо. А веду себя как хочу. А потом она проснулась и пошла Лучший мод. в школу. Ладно, на самом деле на дворе уже 1984, все, никаких телефончиков, никаких фокусов, только хардкор и собственные руки. В моде нам предлагают победить просто 10 болванов, у них нет ни озвучки, ни сюжета, ничего, просто вот. Как Просто. хочешь, так и разбирайся, дело твое. Хотя это по сути просто боты, они ничего не сделали, они бродили по школе и их назначили злодеями. Хотя на самом деле главная злодейка это вот эта вот кралечка, мамочка, той ебанутой из оригинальной игры. Ля-ля, глянь на нее. Горделивая поза больной шизофренией. Ищем шкафчик нашей первой дуры. Сейчас мы ей напишем тайную записку. Пожалуйста, по-братски встретиться со Диалоги. мной, ну скажем, на крыше школы. Она нашла записку, она не знает, она не знает. Lame. Отстой. Не поняла. Ты чё? Ах ты, падла усатая. Вот видит Бог, я не хотела этого делать. Видит, но придется. Здесь добавили шнур из Dead Space, который показывает, куда надо идти. Очевидно, нужно всегда идти и учиться. Поскольку Вот. эта розоволосая гадина не оценила наше владение языком, его мы больше качать не будем. Мы будем качать физуху. Качаем попу, делаем базу. Все. Всё. После занятий наступает так называемое время чистки. Тогда, когда слабые идут драить очки, а сильные зачищать. У ворот академии постоянно околачивается какой-то дяденька, Так, а который, судя по всему, лобковые волосы себе вместо бороды приклеил. Мох, цветочный сад промох, не смог. Вообще, клуб Копатыча — это классная тема. Тут есть закрытый сарай, за которым находятся реально полезные вещи. Для начала надо напроситься и сказать «могу копать, могу не копать». Спасибо за цветочек, поставлю его на твою могилу. В сарае чё только нет, и циркулярка, и бензин, и топор, господи. Если разгуливать с циркулярной пилой по академии, то будут как бы вопросы задавать, а что ты тут делаешь? Вариант «я у бати с завода спиздила» вообще не проканает, отвечаю. Блин, Кто это- носит тобой электроинструмент? Я у бати с завода спиздила. Ой, девочки, извините, мимо кабанчиком пробегала, подслушала. В общем, я теперь садоводка, да. Ка. Ой, техасская мазня говном. Ну чё, запилила я Буратино-то? Она вся в цветочках. Я не виновата, она сама прыгнула на пилу. Ну вы Упала. тупые, конечно, не Полез какой-то понимаете вы отпечатки мечту пальцев. девочки-садовода, тьфу на вас. С топором тоже не варик, заметно вооружен. Им не нужны сильные женщины, которые могут наколоть дров. Им нужны вон те, кто будут картошку копать. Эх вы. А потом ее жарить. Только и можешь перцем в глаза брызгать. Пошли на знал, что лопатах это ты. сразимся, как мужики. Что, не можешь за порог зайти, да? Не можешь, то-то же. Нет, это моя лопата, ты охранник А? пятерочки, Что это? отдай. Дай. Ой, Стырила девочки, лопату и никто не пошла. хочет пользу принести, там картошечки со мной накопать, вот ты особенно розоволосая хуйня. Нет, не хочу. Дон агроном передает вам поклон. Сейчас главное успеть отмыться от позора и замести все следы. Сейчас помоемся. Хотя Души, нафига души. крови-то нет. Лопата долбит, будь здоров, и не оставляет следов. Леди никто подозревать не будет, если уж прям совсем откровенно не попадаться на глаза. Картошечка почищена. Основатель нашей академии сунь хуй в чай. Как же Ай-яй-яй. это могло произойти?
Выношу мусор аккуратно, аккуратно, с дороги, просто выношу мусор, я садоводша. Ебать мою лысую голову, тут Упс. таймер план Б. Не обращайте внимания, просто надоело ягодок. Успеть бы до туалета. 7, 6, 5. 4, сливай, сук. О, дело сделано. Опять эти бездари идут. Бывает в школу. Ну какие из вас полицейские? Вы же ничего не можете. По-моему, субботник прошел более чем успешно. Классное у нее имя Рёба. Почти как ребра, стрёмное погоняло. Ага. Кстати, за твоих баб лох. До конца недели там попросту больше нечего делать, поэтому можно прям пропускать смело и дальше идти. Автор элиминейтинг этой не девушки, девушка, я девушка. думал, что мой сенпай будет в безопасности. But Безопасность now он у будет меня в подвале. появилась новая проблема. Не беспокойся, голос в моей голове, решать проблемы — это моя забота. Не может быть! Тетя Богдан, можно мне ключ на 9? Я не занимаюсь благотворительностью. А на сдачу вашу жопу. Ха! Поскольку OnlyFans еще не изобрели, придется работать на нормальной работе, фу. Я не видела, Так, что там есть такой вторая режим. девочка, огненно-рыжая. Задорный сорванец, который чувствует себя более комфортно среди парней, нежели девушек. Ходят слухи, что у него есть тайное опасное хобби. Что это? Ну шо, карачун тебе, Церетелли. Как хорошо, что в клубе садоводов случайно есть канистра. Кажется, наш Феникс любит огонь. Главное, чтобы он случайно не вспыхнул. Ну что ж, Случайно? подожду. Произошло то, чего вообще никто ожидать не мог, отвечаю. Ого. Курочка-гриль приготовилась. Хиара. Солнышко потухло. Можно было, конечно, шаурмы приготовить, но я все равно не умею, ладно. Салфетки? Ой, вейт, ж А. сколько мусора-то на территории Академии. Ой-ой-ой-ой. А Феникс-то в огне перерождается. Но не в этот раз. Вот этот драчун, он сюжетный, ему Я могу можно поговорить? стрелку Зачем ты забить. разговариваешь? Подожди. Ладно, химию и биологию Ла. никто не любит, но их хотя бы на единичку можно качнуть. У меня идея. Можно ему прям в лицо рассмеяться, как шиз. Он ничего не сделает, он будет терпеть эти насмешки двулобковой бородой. Так, Я этот шорт положил- подраться. Дядька, фу, педофил. Я положил на тебя. Фу. Ты хотел. Вернее, я с ним хотела. Он с позором просит защитить его от вражеской банды, ну что ж. Понимаю, дайте не нам хотя стыдно бы просить лопату. помощи у такой машины, как ребра. Ну что тут сказать, легчайшая для величайшей. Поклон. Ты только свистни, я помогу. После того, как мы помогли этому маленькому ссыкуну, в городе ночью начинает спауниться мафия. Дядя Якудза, дядя Якудза, можете маленькой леди, пожалуйста, помочь? Что здесь написано, блядь? Короче, якузи Больно. могут бесплатно дать какую-то шмотку и помочь с похищением. А чтоб зарабатывать бабло, нужно ходить в кафешку. Так, тетя Не Богдан, я кушать. готов купить ваш трубный ключ. Знаете, что это только демонстрация? Вы не можете купить этот товар? А потрогать? Хочу в барбершоп. Каждый раз одно и то же. Зачем я вообще сюда хожу? О боже, you and I, мы похожи. Постригите мне бороду, и я уже пойду в школе смеются. Ха-ха, бородатая девочка, а я ж, блядь, леди. О, кстати, тут магазин трусов есть, совсем забыл. Разработчик, он как создатель, он в первый день сделал трусы, во второй, третий тоже. А потом такой, да ну его нахер эту игру доделывать, так сойдет. Да я пошутил. Можно купить видеокамеру и штатив за 1000 баксов и чем-то полезным заняться. Тиктоки, например, снимать. Неделя 3. Кто у нас на этот раз? О. Застенчивый книжный червь, проводящий почти все свое время за чтением книг, вызвалась быть библиотекарем школы. А чё так можно было? Я там, сука, полы пидорю бегаю, просто вызвалась. Ютуберы, которые попали на эту доску почета, они теперь прокляты. Если они откажутся снимать эту игру, разработчик будет брать эту марионетку и тыкать, короче. Снимать будут. Эй, червячок, не хочешь пойти радио выключить? Давай, подруга, а я прослежу, чтоб книжный шкаф не упал. Ой, упал. Так, стоп, туда уже урод идет. Нет, не иди туда, Нет. Умничка, назад. Иди шваброй переебал, пошел отсюда, щенок, блядь. Вот в чем, а в мытье полов ей равных нет. Шо мать, шо дочь, одна херня.
Дело сделано. Здорово, мужики. Приятного аппетита, мужики. Я тут порядочек навожу. Да. Поскольку Столько соперница, мусора. пропала без вести, давайте ей подкинем вот одно слово, которое мы на английском еще не выучили, но будем считать, что выучили, ладно? Математика, конечно, сама себя не сделает, но я смотрю, считать ты, сука, не умеешь. Трижды я тебе, симпай, намекнула. Трижды ты, сука, не понимаешь. Спортивная девушка, которая упорно там тренируется, точно, нам точно нужен такой, не очень умный? чтобы стать карьерной спортсменкой, а не станет. Потому что наш мальчик так и не научился разбираться в леди. Я жму сотку, но ты, симпай, можешь пожать меня. Ждем, пока спортсменочка придет на тренировочку. Последнюю в своей жизни. И побежала. А я тоже побежала. Я тоже физкультурой занималась. Я, сука, только физкультурой занималась, чтобы эта падла меня заметила. А он меня не замечает. От меня не убежишь, я как мышь. Увидишь, засышь. Я там кириешки ломаются. К сожалению или к счастью, у каждой из этих вертихвосток есть свой поклонник, с которым их можно сводить, чтобы они от симпайчика отваливали. Ну, конечно, намного проще этих поклонничков просто, ну вот куда ты идешь, куда? Знаешь, как сломанными руками выбитые зубы тяжело собирать. Да, подумай об этом. Какие тебе девочки, Вася, иди учись. Он же ее видит через всю карту, даже когда она уже в мешке чилит, это безумие. Один из этих чертей всегда таскает с собой Фомку. Я не знаю, как их пускают в школу, но у него реально с собой ёбаный лом. Нам не разрешали лопатку, как безобидную. Ломом мы ничего криминального делать не собираемся, просто немного подцепим люк, потому что по-другому не получится. Симпай настолько оголодал, что он уже по мальчикам пошел. Ай, угораздило же меня, а. Сейчас нужно совершить небольшой забег через полкарты. Корпус самосвала. Сюда его. Он даже Куда здесь сладкая ее ножка? нашел. Он идет к коллектору. Ты хочешь быть с ней? Так будь! Сердцу не прикажешь, тогда прикажу я. Ну что вы подозреваете меня? Истинную леди. Вот было бы здорово, если бы сюда кто-нибудь Ой. Я не хотел, правда. Рёба готов покинуть школу. Проходим, уже 5-я неделя на носу. Кажется, в школе завелись крысы. Сейчас разберемся. Это что это за Мальвина ёбаная тут нарисовалась, а? Тщеславная девушка из одной из самых богатых семей Японии. Ну понятно. Вместо учебы она проводит дни, загорая в школьном бассейне. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Раздавить врага физически — это полдела. Психология помогает раздавить его ментально. На самом деле эту русалочку так просто не вывести в дальнее плавание. Даже если она каким-то образом уснет, предположим, утопить все равно не получится, потому что здесь лежит вот это вот солнышко из обожательниц, которые просто лежат и они бдят, понимаете? Бдят и не дают делать черные делишки. Но мы заставим эту крысу бежать с тонущего корабля. Перезапускаем день. Нужно засунуть ей в обед крысиную отраву. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Как тебе моя еда, милая? Салфетки на подходе. Как всегда говно. Жду вас вместе с мешками возле кабинки. Ну, методы, возможно, знаете, разные, но эффект, по сути, один и тот же. Поэтому я считаю, что честно и чисто сработано. Лебовский, где деньги? Что? Я знал, что это ты. Что? Кто его на территорию пустил? Вы о безопасности вообще думаете? Кто тут у вас шастает, разгуливает, всех детей распугает? Здравствуйте, мужики, все так же приятного аппетита, я все так же убираю мусор. Знаете, в школу... Они думают, какая трудолюбивая девушка. Чисто по приколу отвертку возьмем, там на труде сказали принести. Что ты хочешь от моего мальчика? Дружелюбная энергичная девушка, мечтающая однажды стать поп-идолом. Твоя песенка спета. У нас на труде, в общем, конкурс «Очумелые ручки», я паяльную лампу принесла, ее забанили, поэтому я фокус с розеткой хочу продемонстрировать. Прикол будет работать только в актовом зале, где обычно поет наша птичка. Для начала нужно подключить удлинитель, немного поковырять отверточкой. Срочно надо полы помыть, погодите. Упс, какая досада, все промокло. Знаешь, как можно назвать твои похороны? Как? Заземление. Домой пиздуем, концерт окончен, глухие что ли? Надо наябедничать только быстрее всех, а то как-то немного палевно будет. Тетя Срака, там ужас произошел. Полиция прибывает.
Полиция Бывает. убывает, А чё они сэмпай делают? опять пиздострадает. Будь ты Ага, нахуй до завтра. проклят. Кажется, газетный кружок исписался. Большинство из них были просто вредители, а не реальной угрозой. Но последний отличается. Лучшая студентка Академии, самая умная девочка в школе. Отличные оценки по всем тестам, безупречные оценки по всем предметам. Отличница, красавица, умница. Идеальное сочетание красоты и ума. Ума тебе Прям действительно как не мы. занимать, если ты к сэмпаю лезешь. Раз она любит быть такой идеальной, то это должно быть идеальное устранение. Для начала нам нужно выйти из кружка садоводов, потому что у них там все острое, горючее, опасное, это не для нас. Да, мы аккуратные, милые Камеры девочки. поставили, как будто это их спасет. Итак, бездарности из драматического кружка готовы стать админом вашей хуйни. Драм-кружок хорош тем, что у них тут есть перчатки, которые не оставляют отпечатков, масочки. маски, которые вызывают у всех амнезию. Ну и, конечно же, магическая женская палочка, оружие настоящей леди. Я не ёбнутая, я драматичная. Вижу цель. Прости, подруга, Не вижу твоя препятствий. магия грешна. Моя, вернее. Сори, сидит. Хуй ты бренчишь? Поскольку они все равно меня не узнают за маской, тут можно бессоебить хоть до самого вечера. Что-то ее немного подергивает. Ах ты, сука. Я не знаю, сэмпай опять с этим булочником околачивается. Может, он с горя в кружок глиномесов вступил? Полиция прибывает в школу. Убывает. Полиция работает как обычно, поэтому вместо выявления проблемы они просто решили запретить маски из драм-кружка. Да. Клуб булочников распущен. Клуб художников распущен. А лидер клуба легкой музыки неожиданно распустил И клуб он без нет. объяснения причин. Фотографов нахуй. Садоводов в пизду. Мы разрушаем эту академию! Немного помахала волшебной палочкой. Школа просто на полнейшей дизморали. Никакие слова не могут Фига выразить себе. чувство утраты, которое мы испытываем в результате этой ужасной трагедии. Вообще похую. Вообще из-за того, что школа теперь в столетнем тильте, ничего нормально сделать нельзя, потому что все ходят друг друга подозревают, это неиграбельно. Я перестарался там реально. Вот это миленькое солнышко, это наша следующая ступенька на пути к сэмпаю, и я хотел бы ее, ну как бы немножечко так похитить, совсем чуть-чуть, без всяких там якутс. Но Однако. из-за школьной атмосферы все заныли, и все, нереально больше. Я и говорю, ну подруга, ну пошли за школой прогуляемся, у меня репутации куча, за меня там все могут поручиться, а не хочу, видите, все, вот к чему приводит тильт. Кстати, вот этот вот непрочный союз, только зарождающийся, можно разбивать очень просто, и тогда сразу эта девочка пойдет к нам в лапы. Нам нужно присоединиться к кружку пекарей, сейчас объясню зачем. Кушать. Не для того, чтобы с надменным ебалом варить борщ, а для того, чтобы сделать шоколадных осьминожек. Я не О. знаю, что это за извращение и каково оно на вкус, но будем надеяться, что никто не сдохнет, как в тот раз. Вижу Как конкуренток. в тот раз? Одна с суси, вторая с тортиками. От одной у вас глисты будут, а второй разжиреете. Кушайте осьминожек. У меня опять нет шансов, только готовить научилась. Эта девочка в центре внимания со своими осьминожками никому в хуй не упилась просто. Кстати, можно сразу у нее задание взять, она просит ей гроб сколотить. Хорошо, берем задание, правда, он ей не понадобится особо. Этот гамбургеров испек. Ну зачем вы их жрете? У них же там специальный отупляющий соус в Макдональдсе, это всем известно. Жри осьминожек. Осьминожки, Почему никто не осьминожки, хочет налетай. есть? Очень полезно, когда занимаешься спортом, морепродукты и вся хуйня. А вы знали, кто придумал карате? Осьминоги. Пиздатая пианино, подруга, вот тебе осьминожка. Я не знаю, что здесь качать, просто никто так далеко не заходил, наверное, уже просто нечего. В Нечего. учительской берем зажимы, в драм-кружке заколки. Валим к трудовику и делаем из этого говна отмычку. В медкабинете при помощи отмычки вскрываем шкафчик, берем транквилизатор. Это мы охотиться будем на диких козочек. Позвольте вас Козочек? украсть. Буквально на 10 минут. Если в школе нормальная атмосфера, то она не сможет отказать. Она не сможет ее попросить. У сердца верно хранить. Базарю, родная, тут есть такая кладовка, которая ведет прям в Нарнию. Вот не поверишь. Буквально комарику кусят. Я за тобой вернусь, обещаю.
Этот, походу, идет проверять, куда его любимая делась. Мы сейчас проверим, как ты к пиздюлям относишься. Я думаю, не очень хорошо, поэтому лучше, да, вот разворачивайся и домой иди. Наступила ночь, никто не сможет ей помочь. Нужно очень вернуться в школу, взять этот Стихи? ящик с музыкальным инструментом, так сказать, и в подвал его притащить. Из комнаты можно вот в этот самый подвал попасть и, в общем, уже здесь проводить воспитательную работу. Никакого физического воздействия не нужно, боже упаси. Просто начинайте методично, по полочкам, рассказывать человеку о своем любимом аниме. Поверьте, он сломается. Нет! Буквально к пятнице абсолютно сломленный, ничего не понимающий человек, знающий лор какой-нибудь хуйни, сделает все, что вы ему прикажете, лишь бы вы заткнулись. Охраннику пятерочки не повезло. Но не будем заострять свое внимание на каких-то негативных факторах, кто ж знал, что так получится. Наконец-то несчастная полиция на шаурмусе заработает, потому что они смогли все-таки раскрыть хотя бы одно дело просто из 10. Наша школа опять пала в бездну анального угнетения, да что ж такое. Даже если кружок фотографов распустить, все равно каждый второй будет гонять с камерой и фоткать все подозрительное, поэтому творить грязюку с каждым разом все сложнее и сложнее, тем более, конечно, ты леди. Так, ты хватит тут жопой крутить перед моим мальчиком. Чингукса Бусудзима. Она очень любит мужское внимание и подарки. И вот, знаете, по чистой случайности мне якудзы подарили вот такую хлопушку на пульте управления. По-моему, классный подарок. Нам, я помню, в детстве такие петарды дарили, знаете, они хлопают и все, а тут прям с наворотом подарок дорогой. Что такое, ненаглядная моя? Какие-то вопросы? Я у тебя там группа поддержки. Бум, вот это прикол. Нечего удивляться, девочка просто на собственном ЧСВ подорвалась, все ж сами видели. Можно уже сваливать из этого клуба кухарок, с ними каши не сваришь. Что вы трясетесь? Ну что вы боитесь? Я ж не кусаюсь. Если не попросишь. Розыгрыш удался, я считаю, но все в детстве балуются, что такое? По-моему, им уже вообще нихуя не смешно. Человек в плаще, журналист-расследователь. He finally made his move. Этот лобково-бородый сделал просто беспроигрышный ход конем. Раз его не пускают в академию, то он заслал сюда своего агента. И она пошла, как и все, по протоптанной дорожке в виде симпая. Ну что ж, придется протоптать тебе еблет. Она там распутала какое-то супер запутанное дело, молодец. Я, конечно, не вершительница судеб, но и ты, извини меня, не инспектор Желешка. Как же они боятся, как же они боятся. Они думают, неужели я следующий? Нахер вы нужны? Мешки с дерьмом ходячие, я охочусь только на соперниц. Слишком близко, Они девочка. на 10-й неделе наконец-то поняли, что нужно держаться вместе и придумали тактику человеческой многоножки. То есть они ходят друг за другом с фотоаппаратами, таким образом как бы дефают друг друга. Девчонки, смотрите, я ноты знаю, возьмите меня, там вот это вот рэпы, вот петь современные. Хочу вступить к вам. Что-то им, по-моему, не до музыки. Да, мне тоже на нее поебать по большому счету, я теперь просто могу с гитарой разгуливать и, так сказать, играть на струнах души. Не хочу никого пугать, но вот вам немного пищи для размышлений. Гитарные струны, они вот, если их срезать, достаточно остренькие. Если струна рвется сама по себе, скорее всего, она тебе глаз не выколет. Чё не скажешь обо мне? Вижу, от симпая ты отходить не хочешь, поэтому я продолжу. Гитарные струны, они достаточно прочные. И сами по себе они вряд ли обовьются вокруг твоей шеи. Но! Вижу, музыкальная теория пошла на пользу. А нет, не пошла, они вообще сели жрать рядом. Сука, какие же вы нелюди, а? Ладно, видимо, придется немного расшевелить этот муравейник, иначе просто с мертвой точки ничего не сдвинется. Не-не-не-не, фотолюбитель, не так быстро. Опа. Найс. Вот про это я и говорил, нужно было немного шумихи навести, чтобы эта группа разделилась и все. Скрипя сердце, выбрасываем гитару. Репутация наша. Здесь вот все киллы, это по сути как вот игра на гитаре. Заученные, конечно, соляки круто, но иногда вот импровизация спасает. Что такое, симпай? Почему ты не смеешься? Почему ты не веселишься, как тогда на перемене? Помнишь, ты сказал мне, чтоб у тебя пизда треснула? Я вот помню. Смотри, я в вертолетик, а твоя подружка так может?
Этого мы уже никогда не узнаем. Хватит его фотографировать, он и так уже 10 раз это опростофилился, он сейчас очерешнится. Плохие новости по поводу вашего агента. Посмотри на себя, долбаное ничтожество. Какой пусечка такой, не могу урод ебаный. Давайте, ребята, вы сможете. Сдаюсь. Как же так? Как? Там даже свидетель остался, свидетель, поверьте. Ну 10 раз не бывает совпадения, они не могут. О, противомоскитные сетки поставили, молодцы, а то, блин, задолбали уже летать. Комариха. Наконец-то мой симпай! Стоп right there, criminal scum! Чё? А, Лобкова-бородый! Я знал, что он до меня доберется. Вам предъявляются обвинения в том, что мы обвиняем вас в том, что вы обвиняли других, но на самом деле это все вы. В курсе, когда уже вообще в школе никого не осталось, осталась только Симпай, вот и она, и они такие, все-таки это ты. Внимание, внимание, идет суд. Эй. Что вы можете сказать в свое оправдание? Ваша честь, мне мало лет, я мало жил, но я на законы ваши хуй ложил. С мамой в школу завтра. Похую. Тогда с папой. Рейтинг F5, 5. Вот и сказочки конец, кто до конца досмотрел, солнышко. Ссылочки на все соцсети и плейлисты в описании. Вступайте, подписывайтесь, смотрите. Но я с вами прощаюсь, но ровно до следующего видео. Как всегда, спасибо за просмотр, ну и как обычно, счастья вам! Ну что, ребят, давненько я не смотрела такие долгие ролики. Это было похоже на соседей. Это было похоже на какой-то фильм. Мы сегодня узнали очень много нового. Как по мне, я имела в виду в плане этой игры, потому что много всего. Мне реально было интересно, типа, разные что-то, кого-то, чего-то. И это странно. Это было странно, но это было интересно. Да, спасибо огромное за просмотр. Ссылка на оригинал будет в описании. Вот в комментариях напишите... что написать? Что написать в комментариях? Что-нибудь? Вот это план, да, вот. Заставляю вас думать, какой я ужасный человек. Ладно, ребят, еще раз спасибо огромное за просмотр, и все. Пока-пока.